Недавно мне в рекомендациях выдало видео, почему вы не должны покупать Atomic Heart, где чел на серьезе борется с ветряной мельницей и искренне считает, что вот он самый правый. Просто чтобы вы понимали уровень шизы, он борется с игрой, которая еще даже не вышла, блять. То есть вся его аргументация уже не имеет никакого веса, ведь он говорит о не вышедшем продукте, о котором он может судить только по паре трейлеров. Но нет, самое смешное. Данный хрюс на серьезе считает, что если люди не будут покупать Atomic, то это очень сильно повредит России СВО, и война закончится. При этом всех несогласных с ним он сразу клеймит правыми дегенератами, чье дело это слушать Джо Рогана и играть в Call of Duty. В общем, персонаж очень интересный. Давайте перейдем к видео. The US drops 2 atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki, turning the cities to dust and ending the lives of more than 200,000 people, shortly after which Japan surrenders. In celebration, the US government creates and publishes a tabletop board game called Nuclear Love, themed according to the operation performed. It was made for 2 players, where one would be playing on the side of the US and the other would be playing as Japan. The game features dice that look like miniature atomic bombs, and the person who manages to bomb the other's city capital first wins. By rules of the game, however, the US side would always have the first turn, which brought natural advantage, and the board game, despite the patriotism and popularity, failed on the market. Sounds like a rather unethical piece of military propaganda that nullifies the tragedies, right? That's because nuclear love never existed and I just made it up. But there is a similar situation that does exist that follows this formula, and it is about to be released, and its name is Atomic Heart. То есть человек в качестве аргумента сам придумал ситуацию, ведь за всю историю человечества такого прецедента никогда не было. Сам подстроил свою шизофрению под эту историю, и на основе этой шизофрении и борьбы с ветряной мельницей будет строиться все видео. Я могу тут только похлопать. Самое смешное, что Atomic Heart очень слабо вписывается в его концепцию, так как, во-первых, игра еще не вышла, и ты просто не можешь знать, о чем она. Во-вторых, игра не имеет никакого отношения к СВО, так как ее разработка началась еще в 2017-м. В 2019-м игровые журналисты, если что, уже могли опробовать демо. То есть изначально никакого отношения нажиться на той или иной трагедии нет и не было. Уже как бы на этом этапе человека можно не слушать. I want to preface the video by saying that if you're the type of person that is still going to buy and play something like Hogwarts Legacy despite its infamy, you might as well click off, as I'm going to explain why it's a bad idea to purchase and play Atomic Heart. Go on, you have a Joe Rogan podcast to catch up on, or play Call of Duty or something, I don't know. Off you go. Being Ukrainian myself, I'm making this video to spread awareness, so even if 100 people see this, I'm satisfied. Even if one person cancels their pre-order because of this video, I'm satisfied. Забавно, как он сразу возводит черту, типа, если ты со мной не согласен, то ты тупой правак. Иди слушай Джо Рогана и играй в Call of Duty. Это не для тебя сделано и не для таких, как ты. Охуенная риторика просто сходу. Все, кто со мной не согласен, идите лесом. I will be turning monetization on for this video if possible, and all revenue from this video will be going straight to local Ukrainian charities. Далее автор говорит, что все заработанные деньги с его ролика пойдут на благотворительные украинские организации. И я тоже хотел посоветовать вам перевести свои деньги в украинские благотворительные организации. Но зачем, если есть мой Бусти? Там тебя ждет больше качественного контента и мое большое-пребольшое спасибо. The studio was mentioned as a Russian one with an office in Moscow in Russian gaming and IT media articles. In 2019, there was even a report from the Moscow office of the studio. And after the events of 2022, the company completely ostracized itself from being known as a strictly Russian company and is now presenting itself as international, which in terms of their history of office installments and offshores means half Cyprus, half Armenian, half Singapore, and whatever the hell else, just to avoid sanctions and negative spotlight. So, now that we've established that this is actually a Russian studio, what is their opinion on the war going on? What could be their stance on this tragic matter that could save and keep their public image and also not tank the sales? Let's read out loud together. Guys, we have noted the questions surrounding where we at Mundfish stand. We want to assure you that Mundfish is a developer and studio with a global team focused on an innovative game and is undeniably a pro-peace organization against violence against people. We do not comment on politics or religion. Rest assured, we're a global team focused— Hold on, stop. We do not comment on politics? You're making a game that's sole idea is USSR renewal and communism. You classified your game as inspired by Bioshock and Prey, yet you go the no politics in my video game route? This is one step away from the types of gamers who say, I don't like politics in my video game, and then immediately open up Fallout.
What absolute nonsense! Компания отказалась высказываться по поводу СВО и называть себя русской из-за таких уебанов, как ты, которые хотят, чтобы каждый человек на свете был на определенной стороне, возведенной в абсолют позиции, либо за войну, либо против войны, ведь человек не может просто жить, заниматься своим делом. Нет, его будут шеймить из-за его, возможно, средней позиции или нежелания занимать какую-то определенную сторону. Естественно, в такой обстановке компания не будет занимать какую-либо сторону, а просто скажет: мы против войны и за мир во всем мире. Так устроена реальность, как бы. Прикинь. И даже если компания скажет, что ей стыдно быть русской, что она против СВО, вы все равно, аки-шакалы, будете говорить, что этого недостаточно, компания недостаточно хорошо стыдится, вот, а зачем вы сделали игру в сеттинге СССР, вы что, ее восхваляете, что ли, и так далее. То есть такие шакалы, как вы, всегда найдут до чего доебаться, лишь бы доебаться. Только потому, что эта компания русская. И, естественно, она будет избегать политических заявлений и позиционирования с упором на принадлежность к той или иной стране. Потому что, сюрприз, игру надо как-то продавать, это бизнес. Потому что такие люди, как ты, будут судить о игре и о разработчиках не потому, какая игра вышла по итогу, не потому, что в нее вкладывали, а по наличию в игре твоих личных триггеров и пунктиков, приправленных сверху соответствию современным критериям и отстаиванию тех или иных ценностей и позиций, что важны вам. Я напоминаю, что игра еще не вышла, но он уже знает, о чем эта игра. То, что она использует эстетику ретро-футуризма вперемешку СССР, это не значит, что она будет про возрождение коммунизма и СССР. Это как говорить, что первый Биошок — это возрождение и защита меритократии. Ну и судить о том, какие мысли и идеи хочет донести игра по трейлерам и геймплею, когда о сюжете мы практически ничего не знаем. Мы не можем точно говорить о том, какие идеи будут в Atomic Heart, но я не понимаю, неужели разрушенный к хуям СССР с кучей роботов-маньяков, мутантов он воспринимает как восхваление СССР, а не его критику. Опять-таки, если вспоминать игры серии Bioshock, с которыми он Atomic сравнивает, это уже путаница в аргументации, ощущение, что он смотрел трейлеры и геймплей не глазами, а так, мельком, одним глазком. Шоколадным, блять. И да, игры всегда были связаны с политикой, и каждый творец придерживается определенных политических взглядов. Но за все время игровой индустрии ни один разработчик не говорил, какие политические идеи он доносит своей игрой. Все всегда говорили, что они вне политики, дабы не привлекать к себе ненужное внимание той или иной группы людей. Ну и потому, что это искусство, которое может восприниматься по-разному в рамках определенных идей, тем и образов. Также подобные высказывания, опять-таки, для того, чтобы такие, как ты, не имели лишнего повода доебаться до еще не вышедшего продукта. After that, their response to criticism regarding that tweet was simply to ban people, so it's a short end there. А такие кринжовые хуесосы, как этот сотрудник Remedy, задающий вопрос разработчикам Атомика, просто пытается отработать современную повестку и заслужить побольше социального рейтинга, показывая всем, что он за все хорошее и против всего плохого, ну то есть русского. Далее он просто пересказывает биографию сотрудников Mindfish, что они были связаны с пророссийскими сервисами Mail.ru и про то, что с Атомиком все было мутно и непонятно, многие думали, что это несуществующая игра, и я, если честно, не понимаю, к чему все это проговаривать сейчас, если, уже давно известно, что эта игра существует, что подтверждалось далеко не одним материалом отечественных журналистов. Но, тем не менее, я предлагаю пропустить все это и перейти сразу к экономике. If you were to buy one and spend $60, where would these $60 go? That is a really good question. To answer it, let's look at what kind of companies signed up to be the investors and publishers for Atomic Heart, basically to be the ones who would be taking the large cut in Atomic Heart's revenue. The investors of the studio are Chinese Tencent and Russian GEM Capital and Gaijin Entertainment. Tencent needs no introduction, being infamous with its licensing technique and hunger over users' data. So let's start with Gaijin Entertainment, which moved from Russia to Hungary in 2022 in order to avoid conflict and continue its activities. The head of the PR, Konstantin Hovorun, illegally visited the Ukrainian Crimea, which is temporarily occupied by Russia, and repeatedly spoke in support of the policies and politics of the Russian Federation. But the most interesting sponsor is GEM Capital. GEM Capital is a Russian fund founded by Anatoly Pali, who previously worked at Gazprom's subsidiary Gazenergoset.
The studio raised investments from them in 2021 where Anatoly met and became friends with oligarchs who got rich on oil and gas activities and now have the opportunity to invest large sums of money in various projects. Namely, the export of gas and oil is one of the main categories of income of the Russian budget, the money from which goes to the military industry. And if you know basic economics and finances, you know that all investments must be returned, including interest. Moreover, a Twitter user found Pelly's connection to other Russian state institutions, such as the sanctioned, systematically important bank VTB. The game attracted as many as 4 publishers: Xbox, 4Divinity, Focus Entertainment, and VK Play. Let's focus on VK Play. It is known to be a gaming division of the former Mail.ru, the same Mail.ru who had Maxim Zatsepin as their former top manager. And again, it is closely connected with the Russian government and participates in many initiatives of the Kremlin. If Atomic Heart is being developed with money that originated from sanctioned Russian businesses such as VK and Mail.ru, and banks which are systematically important to Russian government such as VTB, profits from the game could be directed to help the Russian government in its invasion. Thus, by buying Atomic Heart, you would pay money to companies that support the aggressive policies and military actions of the Russian Federation. Самое смешное, что Game Capital — это инвестиционная международная компания, ничего не имеющая общего с Газпромом. Анатолий Пали на данный момент не работает в Газпроме. Он из него давно ушел. И я не понимаю, каким образом он связал то, что Антон ранее работал с Газпромом, и с тем, что, видите ли, Россия получает деньги с продаж газа. Позже пускай эти деньги в военную промышленность. Типа, бывший сотрудник Газпрома с другой компанией отдаст все свои деньги с инвестиций Газпрому, блять, или что? Или пустит эти деньги в военную промышленность? Особенно мне нравится аргумент в стиле: если вы купите Atomic Heart, то вы заплатите деньги Mail.ru. Из-за того, что Mail.ru провластная компания, вы тем самым можете поддержать правительство России с их вторжением на территорию Украины. И он подает это так, будто Atomic Heart — это какой-то жесткий провластный проект по типу Смуты. Хотя Atomic по большому счету спонсируется частниками. А то, что провластная компания купила права на выпуск его на своей площадке, не более чем попытка заявить о себе, собрать хайп и сюрприз-сюрприз заработать денег. У VK Play цель привлечь внимание к своей площадке и стать очередным убийцей Стима. А уже их политические цели и прочее не более чем конспирология автора, о чем он сам и говорит, подчеркивая, может. То есть это теория. Я с тем же успехом могу заявить, что Call of Duty с ее знаменитой серой моралью спонсирует американскую армию и является пропагандой американских ценностей. И покупая Call of Duty, вы стимулируете американскую экономику и тем самым спонсируете американскую армию. Ведь часть денег с продаж идет сами знаете кому. По мере просмотра видоса возникает чувство, будто бы данный индивид видит в Атомике какой-то главный провластный продукт, от успеха которого зависит исход войны. Вот если никто не купит Atomic Heart, блять, война обязательно закончится. Ведь, сука, на Атомике зиждется вся российская экономика. Берегитесь, хрюсы. Если Ваня Пупкин предзакажет Atomic Heart, то нам хватит денег, чтобы сбросить на вас ядерную бомбу. Meanwhile, in Ukraine. Пацаны, блять, извините, конечно, за такую чернуху, но как тут можно не рофлить? Он так сильно драматизирует ситуацию, будто бы, ну реально, вся российская экономика крутится вокруг успеха одной игры, блять. Но что люди купят Atomic Heart, что нет? Ситуацию это не изменит от слова совсем, хотя, мне кажется, по его мнению, Путин, смотря на продажи Атомика, сразу же отменит войну с Украиной, перед всеми извинится и пойдет в подушку плакать. There were some incredible terms of service and privacy policies spotted over at Monefish. The website now leads to a 404, but someone managed to capture these screenshots. Basically, it says that your information can and will be transferred to the Russian government, in particularly the Federal Security Service. And not just your username, but your full name, physical address, email, phone number, IP address, and so on. Жесть, где это видано, чтобы разработчики исполняли закон своей страны и в соответствии с ним составляли политику конфиденциальности. Сбор персональных данных, кстати, это нормальная практика для любой страны. Сейчас куча приложений, медиа-контента и сайтов, которые используют персональные данные пользователей и могут передавать их в соответствующие органы. Тот же TikTok, например. Но русским нельзя, потому что они русские. Ведь мы тупые орки, наш удел что-то гуглить, стараться докопаться до объективных фактов. Ну, мы тупые просто. Не то что высшие украинские эльфы, которым не нужны факты, логика, да и банально, блять, Google. Ведь можно просто пропагандировать определенную повестку и ценности. Мне этого не понять, ведь я тупой мобилизированный орк.
Так что, ну, хуй с ним, пацаны, гов колдует Джо Рогана слушать. Set in the USSR in 1955, Atomic Heart's story begins as the Soviet scientist Dmitry Sechenov creates an AI-assisted legion of robots that take control of all manual labor, leaving humans free to live a life of leisure and luxury. The main protagonist is a mentally unstable officer on special assignments, nicknamed P3, who is sent by this Professor Sechenov to keep the situation at Facility 3826 from deteriorating. The game is set in a utopian universe where the USSR had won and had a major boost in technical progress. The gameplay is centered around fighting through hordes of various types of enemies, ranging from playing robots to cosmic horror type obscurities. The game is filled to the brim with USSR-themed keepsakes and memorabilia, from drinking condensed milk straight out of the can to actual flags and symbols of the USSR hammer and sickle. This kind of approach to the showcase of USSR and communism walks a thin line between using it for world building and praising it, and there are many solid reasons to believe that this line has been crossed completely right into promoting and idealizing the USSR regime and using it as a tool of USSR and Russian military propaganda. Здесь он рассказывает про то, что, видите ли, игра происходит в сеттинге ретро-футуризма и антиутопии, другим можно, вспоминаем игры серии Bioshock, но русским нельзя. Я не понимаю, где он видит восхваление. Мы видим, что ни к чему хорошему технологический прогресс и политика СССР не привела по итогу. Как бы, судя по футажам, всему СССР, который якобы в игре восхваляется, пришел конец. Прямо как в тех же играх серии Bioshock. Там получается тоже восхваление меритократии, капитализма. Ах да, у других сеттинг используется для построения мира и раскрытия тех или иных идей, а у русских используется для того, чтобы защищать провластную повестку и восхвалять ныне несуществующее государство. И опять-таки, каким образом он делает выводы о еще не вышедшей игре? And there have been events to prove this. Take a look at this event that people behind VK organized. It was a special showcase of Atomic Heart for the Russian press, which was stylized in the game's Soviet aesthetics, and they did not go stingy on the decorations, huh? The event included a dinner in a large banquet hall where you could see Soviet-style slogans like "Glory to the Soviet engineers" or "Comrade, join the society of the future." И как аргумент он предоставляет мероприятие, стилизованное под сеттинг игры. Да, жесть, разработчики стилизовали мероприятие под свой выпускаемый продукт. Надо было так не делать. Тупо сделать скучный белый зал без ничего, чтобы не оскорбить ничьих чувств. А лучше вообще ничего не делать. And they did not go stingy on the decorations, huh? А на декорации они не поскупились, потому что скоро будет, сука, выход их ебаной игры, и к ней надо привлечь побольше внимания и произвести на людей положительное впечатление. А советские слоганы — это опять-таки элемент общего дизайна. Я не знаю, автор настолько тупой, что ему лишь бы хоть до чего-то доебаться, чтобы его выдуманное соломенное чучело выглядело убедительнее и реалистичнее. Я напоминаю, он сам себе создал врага и сам с ним борется. One of the users in Twitter replies said, "Imagine if developers of Wolfenstein had a Nazi-themed party," and I would say that's well said. Не, ну если бы разрабы Wolfenstein сделали подобное мероприятие, было бы охуенно. Представьте, что после презентации нового геймплейного трейлера на сцену вышел бы и после начался бы эпичный рэп-баттл Бласковица и Гитлера. Я не иронично считаю, что это было бы золотом, и что большему количеству разработчиков нужно делать что-то подобное. Sergei Mohov, a Remedy lead gameplay designer, rightfully accused Monfish of being nostalgic about the Soviet regime, or even glorifying it. Да, охуенно, 1000 раз проходили. Сделал он это, конечно же, по идеологическим причинам, ведь он за все хорошее против всего плохого. И он это сделал вовсе не для того, чтобы собрать побольше социального одобрения самых тупых людей во вселенной, то бишь людей из Твиттера. И вовсе не для того, чтобы набить себе цену. И вовсе не для того, чтобы напомнить людям о своем существовании. Верим, верим. Хотя, возможно, он это писал искренне, но в таком случае он просто тупой идиот, так как он на определенный исторический период лепит свою моральную оценку и воспринимает Советский Союз и все, что с ним связано, как что-то плохое по определению, вместо того, чтобы более трезво и взросло смотреть на историю чужой страны, а не как жертву либеральной пропаганды, коим является в том числе и автор данного видео. Короче говоря, это просто доеб либерашки ради доеба. Далее автор Акишис приводит несколько примеров игр, которые используют советскую эстетику, и вот так, по его мнению, и надо такую эстетику показывать. Это уже каким-то фашизмом попахивает, вот надо только так и никак иначе. Если ты мыслишь по-иному или показываешь Советский Союз иначе, значит ты совок ебаный, ты восхваляешь СССР и вообще ты против нас. Иди нахуй. So far I have avoided showing these characters on screen, but I am talking about the couple of female USSR-styled robots that they suddenly added
added in recent trailers and thumbnails to get the attention of the lusty neckbeards. Just by searching Atomic Heart on YouTube and scrolling far down, it's impossible to miss the countless trailers, thumbnails, edits, and shorts about these characters, with some videos claiming that they'll buy the game just for these two, which also brings in the ongoing issue of sexualizing lesbians in media. Not only is marketing like this highly unethical and immoral, as we've been fighting with objectifying and sexualizing women, especially in media and advertisements, especially lesbians, but it's also actually illegal. For example, in Ukraine, our parliament adopted a law banning sexism in advertising, which became active in January 2022. Elected officials have banned showing the superiority of one gender over another in physical, intellectual, or social aspect, showing stereotypical roles of men and women, gender-based violence, as well as the human body as a sexual object. In simpler terms, it's just gross and cheap, and what pains me to say is that it seems to be working. These YouTube shorts and edits are getting millions of views, quickly becoming favorite among the fans, who quickly started to spread rumors about a possible 6-hour sex scene in the video game. It's so wrong on so many levels. Да, охуенно. Вот ты, твоя страна, это оплот морали. Кто ты такой, чтобы решать, что этично, а что нет, что морально, а что аморально? У тебя нет ни одной объективной причины, кроме личных субъективных критериев, хейтить сексуализацию и объективацию женщин. Потому что с объективной точки зрения некоторые женщины сами себя не прочь объективизировать и зарабатывать на этом крупные деньги. Некоторые из них порой даже становятся очень популярными и занимают лидирующие строчки в рейтингах прогрессивных западных площадок, таких как Twitch, YouTube или OnlyFans. Также эти женщины часто мелькают в рекламе в различных публичных мероприятиях. Ой, а куда ж прогрессивные страны смотрят-то, блин? Что ж пошло не так? Ах да, точно, в реалиях капиталистического мира есть одно мерило – это деньги. Иронично, что этот мальчик, являясь жертвой либеральной пропаганды, в упор не видит, что его не вульгарные и не объективизирующие женщин СМИ занимаются тем же самым, просто объективизируют другое. Но объективизировать одно женское тело хорошо, а другое плохо. Одни фетиши хорошо, а другие плохо. Гении мысли, хули. И, кстати, твоя страна против сексуализации только тогда, когда ей это выгодно, как и любой другой стране. Конкретно вашей сейчас выгодно строить из себя прогрессивную европейскую страну, ведь Украина — это Европа. Жаль, что Европа об этом не знает. А секс продает все, это работало, работает и будет работать, а основная аудитория видеоигр — это мужчины, и с каждым годом все больше людей начинает зависеть от порно, тестостерон падает. То есть факт того, что секс и объективизация женщин работает сейчас, для человека, который может сложить 2 и 2, не является чем-то удивительным. Это вполне себе закономерный итог. И сколько бы мы ни шутили про woman gaming, против цифр и статистики вы не попрете. И сколько бы автор не фикал, так работает маркетинг. Если бы в этом не было потребности, этого бы не создавали и не добавляли. Вот и все. Далее ничего интересного, автор просто призывает кидать жалобы на игру, отменять предзаказы и приводит инструкцию к этому. По-моему, это кринжотина чистой воды и полная залупа. Я даже вставлять это не буду, если не верите, ссылка на видос в описании, можете сами посмотреть, чтобы не подумали, что я что-то вырезаю с контекста. Единственное, с чем я могу согласиться, это с тем, что непонятно, какая игра по итогу выйдет, поэтому нежелательно делать предзаказ. Единственная здравая мысль за весь ролик, тут я могу это признать. В завершение я хотел бы сказать, что сделал это видео, потому что меня бесит подобная пропаганда, и ладно еще выражать свое мнение и позицию по поводу игры, предполагать что-то, не кидаться утверждениями и прочим калом зрителя, но этот чувак решил сразу с плеча рубить и откровенно врать, перевирая факты и призывать людей жаловаться на игру только потому, что ему не нравится политика компании и то, что она имеет отношение к русским и их культуре. Это очень странная тема, и я же не буду вас к чему-либо призывать. Призову только подписаться на свой Бусти, ссылка в описании. И спасибо всем этим прекрасным людям, в особенности Аслану Дакирову, Кипертатарину, Гиперретарду, Гуричу, Кого Деда, Икзашли и Дэй. Спасибо всем. И даже ансабам спасибо, что смотрите, поддерживаете. Пацаны, вообще, ребята, классно, вообще.